Как выборы в США повлияют на войну в Украине? Будут ли мирные переговоры уже в этом году? Или Путин, наоборот, готов к еще большей эскалации? Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем, с Гарри Каспаровым. Гарри Кимович, здравствуйте, рада вас приветствовать. Приветствую. Хочу начать со Штатов, и выхода Байдена с президентской гонки. Гарри Кимович, ожидаемо ли это было именно для вас? И насколько это может поменять ход президентской гонки США? Необходимости Байдена выйти из гонки я говорил вообще очень давно. Ну и достаточно уверенно уже говорил об этом последние 2 недели, потому что все индикаторы, как и официальные, так и, скажем, неофициальные, которые я мог анализировать, указывали на то, что это вопрос времени. Ну, понятно, что Байден находится в том состоянии, когда вести президентскую кампанию, вообще управлять страной, по большому счету, нельзя. Вот. И демократы, в общем, мне кажется, пришли к этому выводу. Но оставалась техническая проблема, как это сделать, потому что все-таки замена кандидата на таком позднем этапе — вещь необычная для Америки. И тем не менее, в общем, все было решено вмешательством руководства партии. В первую очередь, это Нэнси Пелоси сыграла, на мой взгляд, в общем, ключевую роль, потому что Обама пытался вести себя, скажем так, более сдержанно, не занимая ничьей стороны. И в этих условиях демократы приняли, мне кажется, единственное разумное решение — это выставить на первый план вице-президента Камалу Харрис. Я бы не сказал, что я большой поклонник ее талантов, но тем не менее мы говорим сейчас о необходимости возвращения выборного процесса в нормальное русло. То есть сейчас начинаются выборы. Более того, скорее всего, мне кажется, в этих условиях Камала Харрис является фаворитом, несмотря на то, что многие считают, что это не так. Но главное, чего добились демократы, это минимизация рисков, так как говорят американцы, down the ticket, потому что есть президент, есть Сенат, есть Конгресс, есть выборы локальные. И на всех уровнях просто неслись голоса, просто вопли отчаяния демократов, что Байден тянет их всех вниз. И сейчас видно, что цифры на самом деле начинают меняться, и это означает, что у демократов есть хорошие шансы вернуть себе контроль за Конгрессом. И, может быть, даже, что, конечно, статистически маловероятно, но тем не менее, может быть, даже удержать Сенат. Хотя, честно говоря, статистически это очень маловероятно. Но, тем не менее, общая картина политическая сейчас в Америке, она выглядит для демократов перспективнее. Многое зависит, конечно, от того, как пойдет кампанию Камала Харрис, но я говорю, тренд такой, энергетика выборов сейчас явно начинает работать в ее пользу. Тот факт, что там буквально за 24 часа было собрано больше 80 миллионов долларов, такие small donations, такие просто маленькими пожертвованиями, не считая, например, 150 миллионов долларов, которые были даны уже от доноров больших, от организаций, которые занимаются финансированием демократов. То есть какой-то невероятный сбор, порядка четверти миллиардов буквально за пару дней, он указывает на то, что партия вернулась, эта вера в то, что можно победить. И мы видим на другой стороне, я бы сказал, еще не панику, но, конечно, полную растерянность, потому что вся кампания республиканцев строилась на Байдене. И все эти истории с Хантером Байденом, которые уже осудили, потом брат Байдена, и вообще история вся Байдена, и отношения с Китаем, и та же Бурисма украинская. То есть весь наезд республиканский базировался на байденовской истории и на самом Джо Байдене и его связи с его родственником, сыном и другими членами семьи. И сейчас это все, в общем, можно, как говорится, выкидывать коту под хвост. И ясно, что в этих условиях вообще идея кампании Трампа о том, что Байден коррумпированный и не способный управлять, она начинает работать буквально как бумеранг, потому что про коррупцию прокурор Харрис будет говорить, не будем забывать, она была прокурором. И это, кстати, тема кампании. Прокурор против уголовника, то, что демократы будут двигать. Но, кроме того, Харрис дееспособна, она достаточно молода по сегодняшним американским меркам. И в отличие от Трампа, она может, заканчивать предложения и не терять мысль, и не сбиваться на какие-то отвлеченные темы, как Трамп продемонстрировал всем во время своей
ну, такой инаугурационной речи на съезде республиканцев, когда он вместо того, чтобы там следовать 30-минутному скрипту, он говорил почти 1,5 часа, и, в общем, это произвело на многих, даже его сторонников, довольно тяжкое впечатление. А многие западные СМИ пишут не только о том, что Камала прокурор против уголовника, но еще теперь же, получается, Трамп, старый дед, да, на которого можно все это говорить. Он может снять свою кандидатуру или, возможно, поменять Ди Венса, потому что там тоже писали, что они рассчитывали, что вот Ди Венс у них молодой, перспективный. На самом деле выбор Ванса, Джей Ди Ванса, был очень серьезной ошибкой. Я об этом, кстати, говорил. В ряде интервью был, я указывал на то, что еще до снятия Байдена, что это во многом было связано с эйфорией, которая охватила республиканскую партию и ее доноров после покушения на Трампа неудачного. Им казалось, все, вот эта картинка, Трамп, поднимающий кулак на фоне американского флага, ну, с кровью на лице, все, это победа. Да, если бы это было в конце октября, да, но июль, на самом деле, при той конденсации событий сегодняшней, а то, что случилось в июле, ну, в общем, оставляет большой простор для, во-первых, разных толкований, во-вторых, люди начинают как бы постепенно не то что забывать об этом, но их начинают захватывать другие события. И выбор Ванса, на самом деле, мне кажется, был сделан под влиянием доноров, ну, в первую очередь, Илона Маска и Питера Тила, вот, миллиардеров из Калифорнии. Они были всегда, как бы, ну, проталкивали Ванса. Но это политически, на самом деле, было, ну, скажем, крайне недальновидным, потому что вице-президент должен приносить дополнительные какие-то плюсы президенту. Джей Ди Ванс – это как бы молодая копия Трампа. Он из штата Ohio, который республиканцы так и так выигрывают. Более того, он по ряду позиций, ну, скажем, конкретно по двум, по Украине и по абортам, важные очень вопросы, занимает более радикальную позицию, чем Трамп. И тем самым лишает Трампа возможности маневра. То есть ровно там, где нужно, как говорится, маневрировать, потому что Трамп уже начал отыгрывать назад, скажем, в вопросе абортов. Да, потому что ужесточение запрета на аборты, оно бьет по республиканцам очень сильно. И вот такая категория, как вот это женщины из пригородов, так называемые, вот suburban women, они явно сейчас как бы перетекают к демократам. И Ванс, который занимает супер жесткую позицию, ну, потому что молодой Трамп должен быть энергичнее и агрессивнее старого Трампа. И он просто играет по этим правилам. Я не думаю, что у Ванса есть какие-то принципы, потому что мы помним, как 8 лет назад он вообще Трампа Гитлером называл. Как бы он меняется, как флюгер. Но на сегодняшний день зафиксирована его позиция по этим вопросам. Плюс позиция по Украине тоже крайне жесткая. Вообще забыть про Украину, вообще про весь мир забыть, там, вот, как бы заниматься Америкой. Опять, эта позиция перспективна и актуальна для республиканской, даже не для всей базы, а вот для магии, вот для таких ярых сторонников Трампа. Но чтобы выиграть выборы, нужно получить поддержку, во-первых, всей партии, а там есть сторонники Ники Хейли, традиционные республиканцы, там, рейганисты, которые по-другому смотрят на остальной мир и роль Америки в мире. Но кроме того, есть еще независимые. И здесь Ванс является не то что плюсом, а таким большим жирным минусом. Это обуза для Трампа. И поэтому им придется сейчас как бы искать какие-то новые нестандартные ходы. Замены уже быть не может. Прошли съезды. Все, это как бы тема заиграна. Это Трамп-Ванс. Вот. Но если Ванс мечтал о том, что он будет дебатировать с Камалой Харрис, то сейчас Ванса ждет кто-то другой. И все индикаторы, то, что как бы я знаю, слышу и вижу, указывают на то, что против него будет выставлен почти наверняка белый мужчина, скорее всего, губернатор, ну, скажем, вариант такой, Шапиро, губернатор Пенсильвании. Очень вероятный выбор. И это совсем другая история. Я думаю, что Ванс на этих дебатах будет выглядеть очень плохо. Ну, скажем, другой вариант – это сенатор из Аризоны Келли, бывший астронавт. Тоже для Ванса, мне кажется, неудачный партнер для дебатов. То есть изменилась уже вся динамика выборов. И не случайно, буквально вот сегодня утром я читаю, что Маск отыграл назад свое обещание давать Трампу $45 миллионов каждый месяц. Я думаю, что это связано с тем, что бизнес Маска, ну, в первую очередь Tesla, конечно, как и SpaceX, связаны с правительственными заказами, вообще как бы с благожелательностью правительства. Если он там 2 недели назад был уверен в том, что Трамп уже там на
буквально в шаге от Белого дома, от овального кабинета президентского офиса, то сейчас он понял, что это, ну, в лучшем случае 50 на 50. И конечно, занимать категорически одну сторону в этом вопросе, причем ту сторону, которая как бы идет сейчас на спад, он как бизнесмен не может. То есть это индикаторы того, что ранняя эйфория в стане Трампа, она сейчас сменилась, ну, пока унынием. Посмотрим, чем ответят республиканцы. Гарри Кимович, а как вы думаете, ожидал ли ухода Байдена с президентской гонки Путин? Ведь он неспроста говорил в интервью Карсону, что вот Байден им намного лучше, если он будет президентом. Но ведь они уже видят и знают, как действует Байден, и что он действительно не идет на большую эскалацию. Ну, конечно, Байден их устраивал. Ну, правда, я подозреваю, что Трамп их тоже устраивает. Вот, значит, я полагаю, что эта замена, конечно, она вызвала тоже определенный переполох в Кремле, потому что вообще меняется вся конфигурация американской политики. Ну, нет никаких оснований, как говорится, пока считать, что Камала Харрис будет там вести себя как Маргарет Тэтчер. Но, тем не менее, мне кажется, что вот изменения динамики, они могут привести к изменениям в американской политике, в том числе в отношении Украины. То есть я не хочу никого обнадеживать, но я бы не считал вероятным, что в условиях вот такого противостояния жесткого и позиции Трампа, Ванса по Украине последние несколько месяцев администрации Байдена, когда уже понятно, Байден уже там номинально, это уже, в принципе, фактически администрация Харрис, может начаться резкое увеличение военной помощи. Может начаться. Я не повторяю, не обязательно, но может начаться. Более того, я считаю, что сейчас Трамп начнет играть тоже в эту игру. И вот я не могу сказать, это не прогноз, но я считаю очень вероятным, что в день открытия съезда демократов 19 августа Трамп будет в Киеве. Просто, это же шоумен, ему надо обязательно что-то сделать, предложить. И более того, план Трампа, который озвучил Борис Джонсон, я понимаю, что, конечно, в Украине многие как бы считают это неприемлемым. Тем не менее, Трамп явно пытается отыграть. И он хочет выглядеть не просто как бы там пропутинским миротворцем, а реальным миротворцем, который найдет способ, да, понятно, сделав определенные уступки Путину, тем не менее защитить украинскую государственность и, главное, интегрировать Украину в западное пространство. То есть вот эта идея, опять повторяю, это то, что Джонсон написал. И после разговора с Трампом. Трамп, не знаю, может как бы отыгрывать назад в любую секунду. И тем не менее, мне кажется, что это вполне вписывается в его идеологию. Если у демократов такие изменения, он должен тоже что-то предложить. И поэтому я полагаю, что вот эта идея, которая была озвучена, возвращение к границам 22 года, по существу как бы, сдача определенных территорий, но интеграция в НАТО, и использование украинских солдат как часть вот натовского контингента в Европе, то есть по существу полная интеграция в военные структуры НАТО, это вполне похоже на Трампа. Вот. Но надо сказать, что безотносительно отношения украинцев к этому предложению, я думаю, что для Путина оно тоже неприемлемо абсолютно. И это может создать для него проблему. И я полагаю, именно с этим связана сегодня вот такая явная нервозность Кремля, потому что Байден-Трамп все понятно, а вот Харрис-Трамп динамика непонятна. И то, что Трамп начинает уже дергаться в эту сторону, указывает на то, что как бы гарантированный расклад, который Кремль считал для себя выгодным, то есть осторожный Байден, а потом там, в общем, сервильный такой Трамп, который будет с ними договариваться, он неожиданно меняется на другую пару. Непредсказуемый Харрис, в администрации которой могут появиться люди, наверняка появятся люди, занимающие гораздо более агрессивную позицию, и Трамп, который начнет подыгрывать, то есть чтобы заработать какие-то очки, потому что все равно общественное мнение в Америке, по 57% все равно выступает за военную поддержку Украины. То есть в этом случае Трампу надо тоже как бы соответствовать. Поэтому, я говорю, динамика меняется, и Кремлю это не нравится. Я думаю, что действительно Путина не устраивает то, что и Харрис, и Трамп могут сейчас выступать за поддержку Украины и за то, чтобы предоставлять еще больше оружия. И вот мы видим, что второй раз за месяц в России проводят ядерные учения со стратегическими ярсами. Также армия РФ собирает силы в Запорожской области. Недавно Захарова заявила о том, что они вообще могут подорвать еще Каневскую и Киевскую ГЭС.
Вот как вы считаете, пользуясь ситуацией в США, той неопределенностью, и пока они заняты выборами, а может ли Россия что-то устроить и пойти на какие-то очень неожидаемые, ну, точнее, нам ожидаемые шаги, но такие, которые действительно могут поменять весь ход войны? М, Честно говоря, маловероятно. И как раз вот здесь вот эта хаотичная ситуация в Америке, и вот связана особенно сегодня с такой, ну, междусменкой в Белом доме. То есть, да, формально Байден президент, но мы видели его, вот он вернулся вчера после ковида или что у него там было. Ну, в общем, мумия ходит. Мы же понимаем, что, в общем, ничем управлять он не может. И а, ситуация, которая была до его официального выхода из гонки, она как бы купировалась тем, что за него управляли люди, которые стояли, ну, в общем, вокруг него. Это его окружение было. И их настроение, скажем, там, да, Джейка Салливана или там Билли Бернса, там, конкретно там, Совете по национальной безопасности, директор ЦРУ, те, кто выступали всегда за такую осторожную линию в отношении России. То есть это инициаторы вот этой политики, вот какой вот заставить Украину переговариваться. Вот. Они сегодня не будут иметь того же веса, который имели раньше, ровно потому, что все понимают, в Белом доме будет или Трамп, или будет Харрис. И в любом случае никакого Салливана, Бернса там больше не будет. И вообще там никого из них не будет. И поэтому сейчас, скажем, динамика отношений Белого дома, скажем, с Пентагоном или с Госдепартаментом, она тоже начинает меняться. Все начинают уже прикидывать, что они будут делать. Ну, скажем, там, Трамп одна история, но Харрис это тоже история другая. И, в общем, она требует, скажем так, одной гибкости. В этих условиях какое-то жесткое действие России, ну, здесь я вот уверен на 100%, вызовет жесточайший ответ от Америки, потому что Харрис вообще не может демонстрировать слабость. Если Путин сделает что-либо из ряда вон выходящее, Америка обязана будет ответить. И это уже не вопрос Байдена будет. Это вопрос будет потенциально будущего президента Камалы Харрис. Потому что она обязана, ну, во-первых, все-таки это цветная женщина. То есть она, конечно, была прокурором, тем не менее, ей показать крутизну будет просто необходимо. И если такая возможность представится, я не сомневаюсь, что ответ будет, на этот раз ответ будет адекватным. Вот. То же самое, кстати, в принципе, и Трамп. Любая попытка сейчас как бы создать такую ситуацию, сделать, она даст тому же Трампу возможность там, пообещать там томагавки Украине дать просто. То есть, ну, как бы, я понимаю, обещания обещаниями, но тем не менее динамика меняется. А в общем, томагавки до Москвы долетают. Мы же понимаем, что как бы, если Украина получит хотя бы ограниченное количество российских аналогов калибров, то все поменяется в одночасье. Поэтому гнуть пальцы в Москве очень легко, конечно, вот, там какие-то учения проводить. Все это на самом деле для бедных это попытка запугать, но опять динамика на Западе меняется. В той же Европе динамика меняется, мы же видим. Да, понятно, что по-прежнему сохраняется трусливый Шольц. Ну, мы понимаем, как говорится, что от него ждать ничего не приходится, но везде, во всех странах динамика меняется. И поэтому, я полагаю, какие-то серьезные авантюры, ну, конечно, Кремль может все что угодно сделать, но я думаю, опять динамика не в их пользу. Но я бы никогда этого не исключал, конечно, потому что одно дело рациональный анализ, который мы сейчас пытаемся с вами здесь, как говорится, проводить, а другое дело там уже окончательно там взбесившийся Путин, который видит, что все идет не по тому сценарию, который он продумывал. Потому что, ну, понятно, первый этап войны там, хотели сразу выиграть, потом она затянулась, война перешла в другое состояние. Но на сегодняшний день одну вещь мы знаем. Россия готовится к долгосрочной войне. Вот очень важно понимать. И, кстати, на Западе наконец осознание этого приходит. А вся российская жизнь от экономики до культуры перестраивается под войну, на самом деле. Вот эти все процессы против там режиссеров, против там людей искусства, на самом деле, это довольно рациональная, очень важно понять, рациональная попытка ликвидировать все, что как бы не военное. То есть страна должна стать как бы военным лагерем. Это единственный алгоритм правления Путина. Это долгосрочная война. Вот. И поэтому я думаю, рисковать американским ответом крайне жестким, я думаю, на сегодняшний день Путин не решится. Хотя, повторяю, от него уже чего угодно ждать. И, в общем, конечно, лучше быть ко всему готовым.
Кстати, недавно Лавров заявил, что Российская Федерация и США вели неафишируемые контакты второго трека по экспертной линии. Говорят, что обсуждали украинский вопрос. Но, как говорит Лавров, ничего существенного там не было. Ну, наверное, на условия Путина никто не соглашается. А, Гарри Кимович, а как вы считаете, и правда ли могли быть такие переговоры? Кто их может вести? Может ли лично Путин с кем-то общаться? Нет, Путин, конечно, ни с кем не общался, а переговоры никогда не прекращались. Это американская линия. Там, естественно, есть некоторое количество людей, которые в них участвовали, типа таких, экспертные там люди, типа Сэма Шарапа, Ричарда Хасса. Я не буду утруждать как бы телезрителей набором имен. Это как бы люди, известные в сообществе, в общем-то, настроенные. Я бы не сказал, это не про путинский, это просто вот это та плеяда соглашателей. Но это все делалось под эгидой Бернса Салливана. Это та линия, которая возобладала в американской администрации. И я думаю, ни на одну минуту переговоры не прекращались. Они велись постоянно. С момента появления Байдена в офисе, они еще до начала полномасштабного вторжения. Это попытка вести переговоры, договариваться, искать какие-то компромиссы. И я думаю, что, скажем, вот та очевидная, это даже не задержка, а просто саботаж с поставкой оружия в Украину был связан с тем, что эта администрация рассчитывала, байденская, что развал украинского фронта заставит украинское руководство пойти на переговоры. То есть цель была закончить войну в каком-то переговорном процессе. Другое дело, что тут такая получается такой заколдованный круг, потому что ухудшение ситуации на фронте для Украины приводило к повышению аппетитов Путина, а Америка пыталась найти какой-то вариант, который, точнее, вот американское руководство, которое бы все-таки выглядело прилично. И не случайно, что еще как бы в прошлом ноябре месяце группа ведущих республиканских конгрессменов написала письмо Байдену, в котором, помимо прочего, задала вопрос главный: о чем война вообще? Да. В принципе, это же самое главное, о чем мы все говорили буквально с первого дня, с 24 февраля. А вообще за что война? За что воюет Америка? Вот это тот вопрос, на который ответа мы так и не получили, потому что это обтекаемая, достаточно бессмысленная формулировка «We stand with Ukraine as long as it takes», то есть мы будем с Украиной так долго, как это потребуется, она не включает в себя компоненту украинской победы. Будем так долго, как что. Пока не заключим договор с Москвой, там предложение можно продолжить. Я об этом писал и говорил очень много. То есть Америка постоянно саботировала формирование главной стратегической линии. В войне, войне надо играть на победу. Вот война, тем более, что война в условиях, когда она идет не на не в рамках какого-то отжима территории немножечко, просто решения каких-то экономических проблем. Война Путина против Украины – это война на уничтожение. Это не я говорю, это Путин говорит. И это говорит вся российская пропаганда, это концепция. Украинской государственности не существует. Более того, с каждым днем они все более ужесточают свои требования. В этой войне не может быть договоренности по определению. То, что администрация Байдена и многие европейские их партнеры, все, кто живут западнее Польши, они понимать не могут. Понятно, что для поляков, стран Балтии, для финнов, для румын, это все генетически заложено. Они это прекрасно понимают. О чем идет нам речь в Украине. А для многих на Западе это казалось, в войне можно найти какую-то компромиссную позицию. Нет компромиссной позиции. Для Путина война – это способ продления собственной власти. И Украина – это та точка, в которой должны сойтись все векторы сегодняшнего развития России, как я уже сказал, от экономики до культуры. То есть это украинская война, это способ мобилизации общества и поддержания его в этом состоянии этой безумной военной эйфории. Поэтому переговоры, конечно, ведутся, ровно потому, что Лавров, что ему еще делать, ведет переговоры. Вообще не будем забывать, что, опять, мы плохо знаем историю Второй мировой войны, но переговоры же, на самом деле, во время Второй мировой войны шли. Да. Это пусть советская историография не забывает говорить о том, что и в 1941 году пытался Молотов договариваться, Сталин его посылал, и в 1942 и даже в 1943 велись переговоры. И не союзники вели переговоры с немцами, а Сталин вел переговоры и с немцами, и с японцами.
постоянно пытались найти какой-то вариант, как соскочить. Это рассказывают нам байки про то, что американцы там искали сепаратного мира. Сталин искал сепаратного мира. Это их просто, это их манера такого поведения была. Вот. И именно, кстати, именно поэтому, вот просто чтобы зафиксировать западную позицию, 24 января 1943 года Рузвельт и Черчилль приняли декларацию в Касабланке. Очень важный момент исторический был. О безоговорочной капитуляции Японии, то есть Германия, Италия, Япония. Тогда все три еще страны были как бы в войне участвовали. То есть война может кончиться только капитуляцией. Никаких переговоров быть не может. Вот это была зафиксирована декларация. Вот ничего похожего американская администрация, НАТО не сделали. Более того, мы же видели, как Украину фактически оттолкнули от НАТО. Вот это было в прошлом году на Вильнюсском саммите, вот, когда все ждали хоть какого-то приглашения, пусть даже там, в неформальной форме. И вместо этого, в общем-то, американцы явно дали понять, что как бы их интересует какая-то форма договоренности. И членство Украины в НАТО является той разменной картой, которую они хотят использовать для переговоров с Путиным. Вот. Но вот сегодня мы пожинаем плоды этого. Это трагедия, которую каждый день переживает Украина. Результат вот той самой непоследовательной, на мой взгляд, позорной политики администрации Байдена. И именно поэтому, вот я возвращаюсь, Камале Харрис придется сейчас показывать, что, в общем-то, она к этому отношения никакого не имела, потому что она была вице-президентом. Но ясно, что она как бы там была в данном случае, я не хочу сказать там мебелью, но тем не менее как бы ясно, что она могла только озвучивать то, что ей говорили. То есть, понятно, вице-президент не имеет никакого права политического выступать против своего начальника. Вот. И не исключено, что сейчас ей потребуется для того, чтобы прижать Трампа, показать жесткость и, по крайней мере, найти те варианты, которые дистанцируют ее от этой позорной, провалившейся политики Байдена. Если, кстати, возвращаясь к заявлениям Трампа о том, что он готов закончить войну за 24 часа любым телефонным разговором, президент Зеленский прокомментировал это заявление и сказал, что открытым остается вопрос, какой ценой это будет достигнуто и кто будет платить эту цену. По вашему мнению, почему снова этот вопрос актуальный в Соединенных Штатах, что мол, Трамп закончит войну очень быстро, и эти заявления — это не больше, чем предвыборный пиар? Что он действительно может сделать, чтобы решить украинский вопрос? Как я уже сказал, я не буду удивлен, если 19 августа вы увидите его в Киеве. Вот мне кажется, что вероятность такого визита именно во время Конгресса демократов, чтобы как бы оттянуть publicity, это очень вероятно. Угу. Да, это типичный Трамп такой. Опять, может и не приехать, но я говорю, что вот такая мысль, я не сомневаюсь, она уже у него в голове крутится. Я думаю, что он продумывает там разные опции здесь. Его предложение, оно, скорее всего, будет в рамках того, что написал Борис Джонсон после встречи с Трампом. Естественно, конечно, это территориальные уступки, но вот теперь уже, я думаю, Трамп не сможет говорить про линию разграничения на сегодняшний день. Поэтому я не удивился, увидев там слова возвращения к границе 22 года. Точнее, к линии разграничения на 24 февраля. Опять, этот вариант же для Путина неприемлем абсолютно. Вот я понимаю реакцию президента Зеленского, но ясно, что для Украины может и должна не соглашаться. Не мое дело как бы решать за украинское руководство, как они будут себя вести. Но совершенно очевидно, что для Путина любая уступка территориальная сегодня, как бы отдать захваченные территории, она политически неприемлема. Совершенно неприемлемо. Более того, как бы принятие свободной Украины, той, которая остается в НАТО, это вообще просто отменяет все цели войны. То есть уже даже путинская пропаганда не сможет объяснить, что случилось. Поэтому я бы как бы тут не отвергал бы сразу план Трампа. Интересно послушать и вообще посмотреть на другую реакцию. Потому что, я повторяю, динамика будет такая, что и команда Харрис, и Трамп будут сейчас предлагать что-то в Украине, что явно Путина будет не устраивать. В чем здесь как бы преимущество Трампа? Опять, мы не знаем до конца всех его отношений с Путиным. Вообще его как бы желание сделать договора какие-то там купить, продать. То есть, все-таки понятно, у него этот торгашский элемент есть. Но он отмороженный совершенно. Мы же помним, что случилось когда там эти вагнеровские бандиты пытались захватить какой-то завод там где-то в Ираке, что ли, там они там перешли реку, которую не должны были переходить.
Вот. Через 30 минут там 200 человек отправились там, ну, и просили в лагерную пыль. Так просто больше они никуда не переходили. То есть тут просто сразу дали понять, что вот есть линия разграничения, перейдете, там как бы вот мощи военной Америки хватает с запасом, чтобы просто там все там превратилось в кладбище. Жаль, что Вот. по Украине так не дают понять Путину, что с ним Ну, нельзя разобраться вот, одним вот, днем. вот, 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 вот тут вот самое интересное. Если Трамп какую-то линию проведет, вот тут опять, да, она может не очень хорошая быть для Украины, но если Путин ее не примет, ну, опять, Трамп же, ну как, он живет по понятиям. Если вот линия тут стоит, в отличие от Обамы, если это будет красная линия, то ее нельзя пересекать. Потому что в ответ полетят томагавки. То есть понятно уже. Опять, я еще раз говорю, мы не можем пока до конца проанализировать все, но динамика поменялась, и вот это почему Кремль нервничает. Другая динамика совершенно. А я это просто чувствую подкожно, что вот сейчас вот другая история. То есть вот вместо вот Байдена, вот трясущегося, ну, бессмысленного совершенно человека, какой-то мумия, началась жизнь, у демократов жизнь, и Трамп должен реагировать. Трамп же, он реактивный в этом плане. Поэтому для Украины в целом это очень хорошие новости. То есть это не может и не оказаться немедленной военной поддержкой, но я думаю, что сейчас ситуация будет улучшаться ровно потому, что они будут пытаться доказать, что именно они являются истинными лидерами. То есть Трамп, Харрис, они должны что-то делать, показывать, что американское лидерство никуда не ушло. Америка здесь, Америка тут, Америка, в общем, не даст там Путину там делать какие-то вещи. Тем паче, что Трампа постоянно обвиняют в том, что он подыгрывает Путину. Значит, опять, исходя из логики Трампа, он должен будет сделать что-то, чтобы продемонстрировать, что он там не путинский подхалим, а он, в общем, там, он пахан как бы в этом в мафиозной структуре. И я повторяю, давайте подождем. Я с большим интересом буду ждать 19 августа и сюрприза в виде Трампа в Киеве. Вот просто интересно, вот вы говорите, что Трампу нужно показать, что он не подыгрывает Путину, а он делает заявление, что готов там снимать санкции, что санкции ему мешают, и вообще там они неправильно вводились против России. Можно ли сказать, что он может в обмен на санкции, да, снятие санкций, ограничений, потребовать от Путина вывода войск с украинских территорий до границ 2022 года? Ну, нет, конечно, естественно. Нет, это торг будет. Опять, Трамп же там будет торговаться. Опять, для Трампа же это же все как бы санкции, границы, все. Но совершенно очевидно, что он должен продемонстрировать, что его план не является пропутинским. Угу. И совершенно очевидно, что это будет... То есть граница 22 года, это я думаю, что часть плана Трампа. И это может поставить Путина в невероятно тяжелое положение. Потому что, да, конечно, хочется какие-то санкции снять, и Трампа нельзя злить. Вот. А с другой стороны, он не может это принять. Это означает, как говорится, вспомним карту 22 года, 24 февраля, 23 февраля. А это все как бы путинские достижения, все эти нелегальные там референдумы, включение областей, 4 областей Украины в состав России, ну про Крым как бы они уже все забыли, это там считать своим. Вот. Это все на самом деле как коту под хвост, это все на самом деле надо переигрывать. Путин же сейчас, как говорится, он, по крайней мере, месяц назад считал, что его требования будут вообще, как говорится, готов согласиться, если вы мне еще отдадите. Вот все 4 области полностью. И вдруг выясняется, что про это надо забыть, не будет этих 4 областей. Вот, то есть, если будет трамповский мир, то он, скорее всего, будет не на тех условиях, на которых мечтал Путин. Вот, поэтому я говорю, давайте сейчас вот будем ждать, но вот не сомневаюсь в том, что динамика поменялась в пользу Украины в последнюю неделю. Горячая фаза войны может закончиться до конца года, заявил Зеленский в интервью BBC, и он предположил, что все территории по итогам войны вернуть силой не удастся, но говорит, что сила дипломатии нам в этом может помочь, сила дипломатии работает, но главное, чтобы и наши партнеры помогли усадить Россию за стол переговоров. А правда ли сила дипломатии может помочь? И в этом контексте я хочу вспомнить визит нашего министра иностранных дел Кулебы в Китай. То, что КНР его пригласили, это сигнал готовности Китая начать диалог? Позиция Китая вообще такая здесь, она многослойная. Ну, как в Китае же там действительно там это в России есть матрешки, а в Китае там вот эти там многослойные фразы, в которых там понять истинный смысл содержания довольно сложно. То есть надо там докопаться, что там в последнем иероглифе будет. Вот. Китай, безусловно, поддерживает Россию в этой войне. Мы видим, просто он, естественно, является
ключевым игроком, который прячется за спину там, или Северной Кореи, или каких-то центральноазиатских стран, интерес Китая в продолжении войны, в ослаблении России и в ослаблении Запада. Вот. И заодно как бы изменение геополитического баланса в пользу Китая. Китай хочет сыграть более важную роль, потому что никто тему Тайваня не отменял, как, впрочем, и тему территориальных претензий Китая к России. Там, в общем, постепенное поглощение российских территорий Дальнего Востока и Восточной Сибири – это долгосрочный китайский план. Приглашение Кулебы, министра иностранных дел Украины, в Пекин, мне кажется, вполне вписывается в эту концепцию. Китай хочет играть важную роль. Не случайно Китай продемонстрировал свои интересы. Совместное учение китайско-белорусские на польской границе, куда уж четче сигнал послать. Ну, понятно, там подразделения китайские-то небольшие были, но сам факт появления китайских солдат на польской границе показывает, что Китай рассматривает эти вопросы, вот вопросы Восточной Европы уже как часть, в общем, своей как бы геополитической большой игры. У Китая есть, на самом деле, мне кажется, некоторые как бы красные линии, и поэтому я всегда говорю, что применение ядерного оружия в России невозможно, потому что Пекин не даст. А не даст по одной простой причине. Любая попытка России, точнее, применение тактического ядерного оружия означает снятие табу во всем мире на его разработку. Ну, понятно, там есть Иран, который это делает, но Китай волнует не Иран, который далеко находится. Китай волнует Южная Корея и гораздо больше Япония. То есть вот надо понимать, что после первого же применения ядерного оружия в Восточной Европе, в Японии сколько потребуется? 6 месяцев. А может меньше. Я не знаю, сколько Японии потребуется, чтобы создать ядерное оружие свое. Южная Корея сделает здесь то же самое. Но Южная Корея все-таки маленькая, а вот с Японией у Китая есть некоторые исторические проблемы. И я думаю, что возрождение японского императорского флота с ядерным оружием – это для Китая кошмар, потому что это поставит под вопрос всю гегемонию Китая в регионе. Там никакие американцы не нужны. У японцев своя история есть, и я думаю, что ждать они ничего не будут уже. Вот. Поэтому Китай не даст Путину применить ядерное оружие. Вот это, то есть Китай, опять, он играет в свою игру. Эта игра, скорее всего, сейчас включает в себя и там участие в мирных переговорах и поиск какого-то компромисса. Поэтому я повторяю, план Трампа, который, как мы знаем, озвучил Борис Джонсон, он вполне может стать частью вот этой глобальной договоренности. А вот здесь Путину придется выбирать, что ему делать, потому что на этот план и Китай согласится? Опять, Китай будет соглашаться на то, что ему выгодно. Китай же в данном случае он рассматривает Путина как вассала своего. Я повторяю, в планы Китая входит и постепенное переливание российских территорий на Дальнем Востоке и Восточной Сибири. Это такой стратегический план. Никто этих претензий не отменял. Более того, мы сейчас видим постоянно в китайском интернете, уже молодые люди уже постоянно говорят о том, что вообще-то китайские земли были. Вот это в 19 веке Россия воспользовалась слабостью Китая. Что, кстати, правда на самом деле. Действительно, отторгли огромные территории. 1,5 миллиона квадратных километров, так, в общем, почти 3 Украины, они там просто оттяпали у Китая тогда. Все делили Китай тогда, и американцы, и японцы, и слабый был Китай. Но территориально конкретно Россия поживилась. И вот это все от Байкала до Владивостока, в принципе, когда-то был Китай. То есть, на самом деле, Китай смотрит на все это вот это со своей такой исторической колокольни, только китайцы же там столетиями мыслят. Поэтому их планы могут, в общем, скажем, с путинскими сильно не сходиться. Путин и так уже все им отдает, как говорится, за бесценок. Поскольку они это гарантируют себе, то Китай может рассматривать разные опции. Вот. Но не будем забывать, что все-таки при всем антагонизме Китая и Америки, Китай все-таки от Америки зависит больше, чем Америка от Китая. Поэтому китайцы будут играть в ту игру, которая позволит им сейчас получить максимальные дивиденды. Если эта игра будет включать договоренности по линии Трампа, по плану Трампа, я думаю, Путину будет не просто послать и Вашингтон, и Пекин одновременно. Пекин по экономическим и политическим причинам, а Вашингтон потому, что если Трамп действительно нарисует красную линию, опять, мы понимаем, что в отличие от Обамы, переход этой красной линии будет означать мгновенное уничтожение. Мы с вами говорили уже о том, что сейчас Путин перестраивает и всю экономику, и вообще все, что происходит в их стране, на долгосрочную войну, готовит и россиян, и действительно пропагандисты в последнее время говорят, что война придет в каждый дом, чтобы все готовились и шли воевать. Но и тут мы видим, что в странах НАТО идут заявления, что через 5-8 лет вооруженные силы Российской Федерации будут оснащены материалами и личным составом, что сделает возможным наступление на НАТО.
Действительно ли 5-8 лет хватит Путину, и как он сможет все это поднять и сделать технику, и быть готовым к войне с НАТО, если сейчас у россиян проблемы на фронте как раз из-за производства оружия? Ну, я все-таки думаю, что здесь надо разделять вот пропагандистский элемент, как бы, и реальные вот экономические и военные угрозы. А, Запад перестраивается сейчас. Мы видим, Западная Европа, я уже говорю про Западную Европу, не вообще Европа, а именно Западная Европа, начинает как бы перестройку промышленности, про которую вообще никто не думал. Ну, кто же мог подумать, что вообще начать как бы вместо зеленой энергетики надо будет говорить про производство снарядов. Ну, вот представьте, 10 лет назад там была бы дискуссия в Бундестаге после Крыма. И сказали бы, знаете, вообще-то надо думать о снарядах. Ну, человек, политическая карьера заканчивается сразу. Общественность просто скажет гнать его в шею, ее в шею, потому что никто об этом думать не может. Особенно в Германии, стране, в которой, в общем, еще память сохранилась вообще о том, что мы там натворили, там немцы. То есть мы видим сейчас перестройку общественного сознания. Для того, чтобы провести такие изменения в экономике, необходимо, конечно, ну, скажем так, людей, ну, скажем честно, напугать. Вот. Я думаю, что никакой реальной угрозы нападения России на НАТО, ну, я не знаю, только, может быть, в случае очень успешного окончания войны в Украине, полного поглощения Украины, мобилизации украинских мужчин в армию, но это мы понимаем нереально сегодня. Так вот, Россия, ну, при всех даже темпах ее как бы сегодняшнего перевооружения, при мобилизации всей страны, ну, причем, повторяю, это надо уже будет тогда задействовать Москву и Петербург в мобилизационных вот этих планах. Ну, я не знаю, даже противостояние Москвы и Восточного блока НАТО сегодня кончится для России катастрофой. Ну, вот если мы прикинем просто, даже потенциал на сегодняшний день военный, а России, которая завязла в Украине, ну вот даже представьте, там заморозились там боевые действия на время. Значит, Восточный блок НАТО, это, значит, просто, если начинаем от Румынии, который идет вот там на Черном море, и далее, значит, там вверх, там, ну, понятно, мы должны Венгрию исключить, как бы, вот, нам и Словакию, как бы, страны. Но, тем не менее, это Польша, страны Балтии, Финляндия и Швеция. Ну, вот военный потенциал этих стран, его уже более чем достаточно, чтобы отбить всякое желание у России заниматься авантюрами там. И это, повторяю, это без участия американцев, немцев, только с тем оружием, которое есть. Ну, надо просто понимать, что уже сегодня уровень вооружения в этих странах, он достаточен для того, чтобы не только отразить агрессию, но вообще там просто там перейти границу. То есть авантюры кончатся не русскими танками в Таллине через 3 дня, а эстонцами, там, которые будут пить пиво в Петербурге. То есть это, мне кажется, соотношение сил достаточно очевидно уже сегодня. Вот. И для того, чтобы европейцы, вот западные европейцы почувствовали остроту момента, им надо рассказать про вот эти угрозы. Потому что сейчас надо бюджет менять, на самом деле нужно деньги выделять. Надо же 100 миллиардов евро на оборонную индустрию Евросоюза, там сейчас должность комиссара вводится новая. Показательно очень. Новая должность комиссара по оборонной индустрии. Не по зеленой экономике, не по вопросам каким-то там, я не знаю, социальным. Оборонная индустрия 100 миллиардов евро. И это как бы общий фонд должен быть. Надо деньги где-то достать эти. Нужно, чтобы общественность прониклась сознанием того, что есть угроза, и нужно вооружаться, нужно там производить снаряды, нужно делать новые ракеты. То есть вот это серьезный процесс, потому что в демократиях же все так устроено. А если вы не будете это делать, то будут побеждать всякие там пропутинские, там ультраправые, ультралевые. Это тоже же реальный факт. Там в Германии, посмотрите на подъем неонацистов, которых Путин финансирует, или во Франции. То есть, значит, общественность должна понять, какая угроза. Вот. Я считаю, что вот за этими заявлениями вот 90%, если не 99%, это именно обработка общественного сознания для принятия вот такого кардинальной перестройки индустрии. А за действиями, что вот США пообещали разместить свои томагавки в Германии? Ну, совершенно очевидно, конечно. Но это же демонстрация солидарности
Вот. Томагавк-то, в общем, получше калибр будет. Он уже и до Москвы может долететь. В общем-то. И Томагавк стоять будет уже не в Неваде, а в Германии будет стоять. Тоже опять, это невероятный сдвиг сознания. Ну, как бы вот я помню просто по возрасту эту историю 80-х годов, когда, в принципе, Советский Союз мобилизовал все общественное мнение там, Европы, ну, все эти левацкие организации, там нет американских ракет средней дальности в Европе, которые Рейган хотел поместить. Вот это, то есть СССР имел ракеты, значит, они предлагали нулевой вариант, и вот СССР там вбился в истерики. А американцы начали отступать постоянно, они начали все после 89 года все отводить. К 2013 году, вот как бы перед аннексией Крыма и развязыванием войны Путиным там на Донбассе, в Европе, по-моему, не было вообще ни одного американского танка. Просто на самом деле, ну, в целом, европейские страны занимались сокращением, соревновались, кто сократит больше. Вот эта попытка американских президентов, ну, там, пожурить Европу, ну, хоть 2% ВВП тратьте на войну. Даже близко этого не было. Ну, там, по-моему, Эстония была, по-моему, Греция была. 2 или 3 страны было, которые делали 2%. Вот. Все остальные страны просто плевали на это все. И, я говорю, и вот сама идея, что сейчас американские ракеты вернутся, это тоже вот часть перестройки общественного сознания. Но это, конечно, большое достижение Путина, потому что появление томагавков в Германии, а кроме того, в Германии завтра в Польше будут стоять. Вот. Но там подлетное время совсем другое уже. Опять, это ракеты уже другого уровня. То есть это совсем не то, что даже просит Украина сегодня разрешить там стрелять по этим территориям. Это уже американские ракеты, я говорю, повторяю, аналоги калибров, там только калибром гораздо больше. Гарри Кимович, огромное спасибо вам за разговор, за то, что вы нашли время для нашего эфира. Я желаю вам хорошего дня. И напомню, что Гарри Каспаров был с нами на связи. Вы, друзья, поставьте свой лайк, напишите комментарии, свои мысли также можете оставлять в наших комментариях. Ну и поддержите это видео, распространяйте его и также подписывайтесь на наши YouTube-каналы. Всем спасибо за внимание. Желаю хороших новостей. Берегите себя. До встречи.